Характерны неисправности подвески, ступицы колеса и шины. Зачем нужно производить техническое обслуживание? Эти и другие вопросы я постараюсь разобрать сегодня и... Всем привет! Как всегда. И прежде чем начать основную часть данного видео, я хотел бы его немножечко разнообразить небольшим сюрпризом, который, соответственно, вы видите у меня на заднем фоне. Что это такое, зачем это нужно, все будет в конце видео, так что прошу, досматривайте до конца. Подвеска, ступицы, колеса и шины имеют следующие признаки неисправности. Вполне очевидный набор. Это шумы и стуки при движении, подтекание жидкостей из стойки или амортизатора, повышенные раскачивания кузова по неровной дороге, крен кузова и увод автомобиля от прямолинейного движения, увеличение нагрева дисков колес, тряску автомобиля при движении, увеличение и неравномерный износ шин. Шумы и стуки при движении могут быть вызваны: первое, ослабеванием креплений подвески, а именно амортизаторные стойки, крепление рычага, поперечной устойчивости и так далее. Второе, увеличенный износ или повреждение подшипников ступицы. Третье, неисправность стойки или амортизаторов. Четвертое, износ шаровых шарнир. Пятое, осадка или поломка пружин или рессор. Подтекание жидкостей из стойки или амортизаторов, а также увеличение раскачивания кузова свидетельствует об их неисправности. Крен кузова наблюдается из-за осадки или поломки пружин или рессор, устраняется путем замены 2 или 4 элементов. Увод автомобиля от прямолинейного движения может наблюдаться из-за осадки пружины или рессоры, разрушений подшипника верхней опоры стойки. Неисправности устраняются регулировкой углов, установки замены пружины или подшипника верхней опоры, выравниванием давления. Повышенный нагрев дисков наблюдается из затяжек подшипников. Тряску автомобиля при движении может наблюдаться из-за деформации диска или шин, нарушение балансировки колес, увеличение и неравномерный износ шин, вызванный нарушением углов установки колес и так далее. Итак, перейдем же к основному сюрпризу. А сюрприз будет заключаться в том, если вы, конечно, являетесь основным подписчиком моего канала, вы догадались, то что я буду делать по возможности небольшие отступления на тему инженерной графики и черчения. Конечно, я и до этого мог что-то там показать, но те чертежи, которые у меня есть, они больше направлены на то, чтобы научить чертить. Но, тем не менее, возникает вполне уместный вопрос, где же нам все-таки это пригодится? Так вот, как раз сегодняшний день подходит для того, чтобы дать ответ и на этот вопрос. Так вот, мне на учебе дали КП по ТММ. Во-первых, что это за набор букв? Во-первых, КП, курсовой проект. ТММ это теория механизмов и машин. Собственно, на заднем плане вы можете видеть у меня лист формата А1, на который, собственно, и делаются чертежи. Мне маленько сейчас неудобно, и я сейчас делаю именно сам, а не по сценарию, поэтому прошу прощения, если где-то что-то мог ошибиться, оговориться. Я это делаю сейчас, это все первый раз, как раз первый уже практически такой опыт, а не составление сценария. Так вот, значит, подобный же чертеж вы можете увидеть здесь на формате А3. Здесь изображен рычажный механизм в динамике. То есть то, что вот вы видите, вот это круг, да, показывает то, что как движется механизм в движении.
Из чего же данный механизм состоит? Он состоит из следующих основных элементов. Так, где вот точка А движется по линии к цифре 2, этот участок называется кривошипом. Так, дальше. Из точки 2 идем по этой линии. Упираемся в точку 2 на оси X. Это уже будет называться элемент шатун. То есть от точки 2 и вот эта прямая уже называется шатун. На оси X в этой точке уже встречаются два определения, а именно стойка в этой точке и ползун, который изображен квадратиком. И я зачту небольшое определение данного механизма. Значит, рычажный механизм. Механизм звенья, которые обозначают только вращательную, поступательную, цилиндрическую и сферические кинематические пары, называются рычажными. Более наглядный пример можно привести ДВС, двигатель внутреннего сгорания, а именно один из элементов ДВС это ШПГ, шатунно-поршневая группа. Также нечто подобное я уже в принципе рассказывал в одном из своих предыдущих видео, поэтому также я постараюсь сделать в подсказках. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать, поэтому кратенько напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал, вам не сложно, а мне приятно, и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий на моем канале. Также поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет это очень приятно, а вам не сложно. И напишите комментарии. Вместо того же глупого дизлайка лучше напишите комментарий с пояснением там, где я допустил свою ошибку. Также вы можете предложить свою тему для видео по конкретной теме. И не только по конкретной теме, там техническое обслуживание. Может, у вас еще какие-то интересные есть вопросы, давайте разберем. Я запишу, и может в ближайшем будущем я сделаю туториал на эту тему. Если, конечно, видео наберет 50 лайков, а лучше всего 100. Пока что на этом все. Всем спасибо. Помните, дальше будет только интересней. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И всем удачи!